привет, это Владимир Милов, и я рад, что вам понравилась моя новая передача о международной политике. Спасибо, что подписались на мой канал. Очень приятно, что нормальный глобалистский взгляд вызывает столько желающих подписаться и лайкнуть это видео. В то время, когда мы привыкли к какому-то невероятному приступу шовинизма и идиотизма, который сегодня в мировой политике происходит, вот мы таким здоровым, спокойным голосом продолжим вам рассказывать о том, что творится в мире. И я обещал в прошлый раз, когда мы много уделили внимания американскому президенту Трампу, который как слон в посудной лавке себя ведет в мировой политике, я обещал поговорить о том, что там в Америке происходит на противоположной стороне и кто может составить ему конкуренцию и, возможно, выиграть президентские выборы, которые пройдут в Штатах через год. Не расстраивайтесь, что мы так много говорим об Америке, мы обязательно перейдем к другим сюжетам, но это важно и обязательно надо делать, потому что все-таки Америка – это мировой лидер, это крупнейшая экономика мира, это самая мощная военная держава, это держава, которая задает тон в инновационном развитии планеты. Поэтому, конечно, то, что там происходит, это очень важно. И важно понять, есть ли выход, есть ли альтернатива вот этой трамповщине, которую мы наблюдаем как мыльную оперу последние 3 года. Действительно, сейчас там проходит очень интересная праймерис у Демократической партии, где много кандидатов. Вот вы можете прям... Это только те, кто остался, вот те, кого вы видите сейчас на экране в гонке после довольно длительной уже предварительной процедуры. Часть отсеялась, но все равно очень много претендентов на то, чтобы сразиться с Трампом в 2020 году. Но я не буду сейчас их всех перечислять и давать их портрет. А я постараюсь скорее так объемно рассказать о том, что такого в принципе внутри Демократической партии происходит и что для нас наиболее важно с точки зрения перспектив развития ситуации в Америке и в мире. Вот, к сожалению, в России мы очень часто сталкиваемся, ну и не только в России, но с таким стереотипом, что Демократическая партия – это какие-то такие вот социалисты и леваки, от которых лучше держаться подальше, что вот есть такая классная, бравые, значит, ковбои из республиканской партии, которые за бизнес, там, за все такое хорошее, а вот, значит, есть нехорошие социалисты-демократы, которые хотят что-то типа СССР из Америки устроить. К сожалению, эта точка зрения очень популярна, причем она адски популярна среди, например, русских иммигрантов, многие из которых живут в Америке. Там очень многие традиционно за республиканцев голосуют, но на самом деле это все ерунда. Демократическая партия – это, на мой взгляд, последняя оставшаяся серьезная, ответственная, мейнстримовая политическая сила в США. Последняя, потому что республиканцы, к сожалению, в последние годы вот показали, что, во-первых, они просто все готовы лечь под президента и стать партией одного лидера. Ну, мы в России хорошо знаем, как это происходит, но вот то, что это возможно в Америке, многие этим действительно удивлены. Да? И, во-вторых, опять же, если говорить о стереотипах, ну, давайте посмотрим в реальности на итоги правления разных президентов. Вот, скажем, пресловутый госдолг США. Вы много о нем слышали, он действительно сейчас довольно большой, но вот откуда он взялся большой, он не всегда таким был. Вот сейчас вы увидите график, на котором видно, что госдолг США со времен Второй мировой войны устойчиво снижался как доля от американского ВВП и достиг где-то трети ВВП к 1980 году, когда он начал свой взрывной рост, когда к власти пришел республиканский президент Рональд Рейган. После 12 лет тогда правления республиканской партии, сначала 8 лет Рейгана, потом 4 года его преемника Джорджа Буша-старшего, госдолг США вырос с примерно трети ВВП до примерно 2/3 ВВП. И потом пришел к власти президент-демократ Клинтон, которого тоже вот так вот вешали на него лейбл социалиста, и он госдолг как долю ВВП снизил. Примерно до 55%. Кстати говоря, Клинтон, в отличие от республиканцев, все республиканцы поддерживают огромные дефициты бюджетов в Соединенных Штатах в последние несколько десятилетий. А вот Билл Клинтон, демократ, социалист, как нам говорят, он проводил ответственную бюджетную политику и добился того, что к концу его правления федеральный бюджет США вышел в плюс и стал профицитным. То же самое можно сказать о Бараке Обаме и его ругают за огромный госдолг, но он пришел в должность, унаследовав от республиканского президента Джорджа Буша-младшего снова выросший госдолг до 70% ВВП и колоссальный экономический кризис, который называют Великой рецессией. Барак Обама, демократ, социалист, на него часто вешают такие ярлыки,
он с использованием нормальных методов регулирования современной рыночной экономики просто фантастически успешным образом вывел американскую экономику из величайшего кризиса со времен 1930-х годов. Вообще говоря, об этом надо учебники писать. Да, конечно, небольшой ценой этого было дальнейшее увеличение госдолга, но, как я вам только что объяснил, основной скачок в госдолге все-таки произошел из-за политики республиканцев, которые, чрезмерно снижая налоговое бремя, создают бюджетные дефициты и ведут к тому, что вот эта ситуация через какое-то время начинает напоминать лавинообразный характер. Вообще, знаете, вот мне всегда очень смешно, когда американцы рассуждают о социализме. У них это очень часто, вот президент Трамп сейчас в своей предвыборной кампании делает это основным лозунгом: не допустим превращения Америки в социалистическую страну. Ну, это такой хороший старый политтехнологический прием, там, придумать угрозу и бороться с ней. Так вот, американцы смешные такие, потому что, конечно же, они счастливые люди, они социализма никогда даже не нюхали. Вот я, как человек, который родился и вырос в социалистической стране, могу сказать, что есть основные три вещи, которые характеризуют социалистические системы. Первое, там нет частной собственности вообще. Она запрещена. Даже то, что у вас вот есть какие-то пожитки в доме или на огороде, у вас могут отобрать. Второе, там полностью все регулируется, там нет свободного ценообразования. Сидят дяди в Госкомцен, которые назначают цены на все товары и услуги. И третий, там нет нормальных контрактных договорных отношений, там все перераспределяется государством, есть государственная система снабжения, у этих забрал, этим отдал. Естественно, в Америке никогда ничего подобного не было, никогда ничего подобного не будет, никто и не собирается там это делать, но это не мешает там всяким деятелям постоянно использовать вот этот слоган, что все демократы, представители демократической партии, они якобы социалисты. Это, кстати, очень часто у них в дебатах можно услышать, они специально повторяют вот эту фразу Democrats and Socialists, то есть вешают вот как бы такой ярлык. Ну, на мой взгляд, это смешно, потому что если люди какие-то хотят просто немножко добавить денег на социальные расходы, типа медицины или образования, это, конечно же, не делает их социалистами. С другой стороны, мы видели в последние 3 десятилетия и в период правления Билла Клинтона, и в период правления Барака Обамы, что демократическая партия, она проводит довольно ответственную политику, которая прежде всего основывает политику роста экономики на стимулировании рыночных сил. Америка занимает очень хорошие позиции в международных рейтингах благоприятствования ведения бизнеса и конкурентоспособности, поэтому давайте вот заканчивать с этим социалистическим ярлыком. Но есть вот какая вещь, что действительно в Америке есть серьезная проблема, она очень отстала от других развитых стран по уровню развития социальных институтов. Например, медицина или образование. Там медицина и образование, конечно, есть, очень хорошие, но они в основном хорошие для богатых. И, скажем, в странах Западной Европы или в Канаде, где государство очень активно участвует в финансировании социальных программ, и вот многие такие дикие рыночники в Америке на это вешают лейбл социализма, там, очевидно, более сбалансированная социальная ситуация. Вот, скажем, если взять медицину, в Америке медицина ужасно дорогая. Она стоит примерно 17% ВВП. Таких расходов на ВВП нет, на здравоохранение, как доля ВВП, нет ни у одной страны мира. Скажем, в странах Западной Европы или в Канаде это где-то там условно 7-10% ВВП. Но при этом, при такой дорогущей медицине, со здоровьем населения дела в Штатах-то в общем обстоят не очень. По разным показателям заболеваемости, смертности от разных видов болезней, Америка находится где-то там на 40-х, 50-х часто позициях в мире. В отличие от стран Западной Европы, в отличие от Канады, от Израиля, где финансирование медицины в основном государственное, но при этом там люди здоровые все ходят. И вот здесь там очень интересно, поскольку в Америке все-таки капитализм развивался гораздо более диким способом, чем, например, в Западной Европе, то там очень многие сторонники вот этого первородного капитализма, они воспринимают социальную политику как издержки, как затраты. Вот нам просто придется больше платить там за кого-то. Да? А мы с вами, вы знаете, что я веду программу «Где деньги?» об экономике на канале Навальный Лайф. Мы там все время подчеркиваем, что в современном мире все не так устроено. Что на самом деле вложение в социальную сферу, в образование и медицину – это выгодно всем. Потому что когда у вас население более образовано, более квалифицировано, более здоровое, живет дольше, работает дольше, у него производительность выше, да,
это в целом ведет к тому, что экономика страны становится конкурентоспособнее и эффективнее. А когда вы вот рассуждаете так, что, ну, знаете, пусть каждый сам оплачивает свое образование и здравоохранение, а кто не вписался в рынок, ну, государство там по либертарианским канонам купит ему похоронный венок, это приводит к тому, что десятки миллионов людей оказываются за бортом, а приходится тратить на самом деле больше денег на их лечение и спасение. Там высокая преступность, возникает ловушка бедности, когда огромная часть общества просто не может никуда выбраться и стать реально конкурентоспособным в рынке. Поэтому на самом деле социальные расходы – это неплохо, это очень хорошо, это введет к большей эффективности экономики. Вот, кстати говоря, в интернете есть очень смешной ролик, вы можете его найти. Такая одна дура-блондинка с Fox News. Fox News – это пропагандистский канал республиканской партии, который содержится миллиардерами и рассказывает фермерам из Миссури, значит, почему голосовать за партию миллиардеров – это хорошо. Так вот, дура-блондинка, они очень любят, они же вот со своим этим пропагандистским штампом про социализм все время лезут за конкретными примерами. И они очень любят ругаться, например, на скандинавские страны, где высокая доля социальных расходов и довольно высокие налоги, что, может, не всегда хорошо. Но вот эта блондинка, которую зовут Триш Реган, она наехала на государство Дания. И сделала сюжет о том, какие там ужасы социализма. Представляете, никто ничего не делает, все сидят на пособиях, там бесплатное образование, бесплатная медицина. Ужас. Завтра мы все умрем. И ролик смешной. Один датский политик, вот вы сейчас видите этот скриншот на экране, он снял такой ролик, где отвечает ей по пунктам и объясняет, что Дания на самом деле выше Америки в рейтинге благоприятствования условий для ведения бизнеса. Она, например, выше Америки по квалификации рабочей силы, она выше Америки по образованию, и там лучше дела с медициной. И вообще в Дании довольно приятно жить. Это очень пригодная для жизни страна. Не надо бояться человека с ружьем и пугать людей вот этим страшным призраком социализма, которого на самом деле нет. Ну так вот, тем не менее, вот эта тема серьезного разрыва между Штатами и, скажем, Западной Европой в развитии социальных институтов, она есть. И она начинает в Америке перезревать и где-то даже взрываться. То есть очень большая часть общества сильно недовольна тем, что социальные институты недоразвиты, все это по привычке сбрасывается в дикий рынок. Десятки миллионов людей реально не имеют нормального доступа к социальным услугам. И здесь вот один из серьезных расколов, который на эту тему происходит, это как раз раскол внутри демократической партии. Главному оппоненту Трампа и главному оппоненту республиканцев на сегодня. И вот это будет играть очень-очень важную роль на выборах 2020 года и сейчас играет на праймерис демократов. Потому что там, по сути дела, есть в демократической партии два важных крупных крыла. Одно крыло – это такие условные центристы, которые являются, в принципе, наследниками по прямой линии администрации Билла Клинтона и Барака Обамы. Вот у которых идеология как раз заключается в том, что рынки работают, капитализм – это нормально, надо дать ему развиваться, но государство при этом должно вести ответственную социальную политику и развивать социальные институты. А не бросать это все в гроб со словами «кто не вписался в рынок, тот идет в жопу», как любил говорить наш некогда миллиардер Сергей Полонский. Так вот, собственно говоря, второе крыло, которое противостоит центристам, это люди с более левыми взглядами, которые действительно хотят больше социализма, которые хотят быстрее двигаться по пути сокращения вот этого разрыва между США и другими развитыми странами, которые хотят больше бесплатного образования, больше бесплатной медицины, более высоких налогов на богатых. Да? И вот их в основном наиболее активно на них навешивают ярлык социалистов. Вот, скажем, Александрия Окасио-Кортес, которую вы сейчас видите на экране, это молодая конгрессменша, которая избралась в Конгресс, когда ей не было еще 30. Очень модный вот такой сейчас лидер, икона вот этого левацкого американского движения. То есть демократическая партия сейчас раздирается как бы на две части. Одна часть – это вот такие условно, ну, я не скрываю, что симпатизируем. Это ответственные центристы, которые хотят вести Штаты по политике рыночного развития, но с большим вниманием к социальным вопросам.
А другая часть – это такие леваки, которые хотят прям быстро сдвинуть Америку к высоким социальным расходам, к высоким налогам на богатых и так далее. И вот здесь происходит что? Между ними внутри демократической партии происходит такое очень серьезное столкновение, которое в принципе может нанести позициям демократов довольно серьезный урон. Мы видели, как это было, например, в 2016 году на праймериз демократов между Хиллари Клинтон, которая представляла вот центристское крыло, и Берни Сандерсом, который представлял крыло левацкое. На самом деле, хотя они потом друг друга поддержали, но тем не менее вот это соревнование между ними было довольно болезненным. И, кстати, одна из вещей, где действительно было, вот не надо этих шуточек, ха-ха-ха, там, как Россия могла повлиять на американские выборы, могла и очень серьезно, потому что одна из вещей была российская хакерская атака на серверы Демократического национального комитета, то есть аппарата Демократической партии, где они вскрыли и выложили, потом опубликовали переписку сотрудников аппарата, что надо все-таки пригасить Берни Сандерса, потому что он тянет партию слишком влево, и это плохо для выборов. Это был один из предвыборных скандалов в 2016 году, который позиции Хиллари Клинтон довольно сильно подорвал. Да? Так вот, сейчас магнитуда вот этого противостояния между условными центристами и леваками в Демократической партии, она еще более усиливается. И здесь еще ситуация осложняется вот чем, что у центристов нет какого-то хребта, на который можно было опереться. Да? То есть вот у тех, кто хочет больше социализма и больше политики левого типа, за них молодежь, у них действительно есть динамика, у них есть определенная энергия. И они довольно активно строят свою кампанию. И, в общем, инициатива, надо сказать, во многом принадлежит, политическая инициатива во многом принадлежит им. А вот центристы, которые, на мой взгляд, имеют больше шансов в итоге выиграть, потому что в Америке борьба на выборах между двумя крупнейшими партиями, республиканцами и демократами, это в основном всегда борьба за умеренного избирателя, который не поляризован идеологически, не принадлежит там к устойчивым сторонникам той или иной партии, а вот именно люди таких центристских взглядов, которые могут проголосовать за тех или за этих, в зависимости от того, что они им предложат. Поэтому, конечно, когда идет борьба за центристского умеренного избирателя, это предъявляет спрос на центристов-политиков, на каких-то умеренных политиков, которые не бегут там вот всех облагать каким-то новым налогом там завтра и так далее. Да? То есть, вот, на мой взгляд, в чем проблема довольно популярного, энергичного левого крыла Демократической партии? В том, что оно хочет слишком быстро сдвинуть Америку по пути ликвидации вот этого разрыва в развитии социальных институтов. Не все в Штатах к этому готовы. Многие это действительно по традиции воспринимают как большую нагрузку на них. Вот многие голосовали за Трампа в 2016 году, говорят, пришел Обама, который действительно провел очень успешную реформу здравоохранения, беспрецедентную по историческим меркам, и даже республиканцы не смогли ее отменить, несмотря на то, что они контролировали все ветви власти в первые 2 года президентства Трампа. Вот люди говорят, при Обаме страховка медицинская выросла, я плачу на несколько сотен долларов в месяц больше, не хочу. Проголосую за республиканцев. Да? Поэтому не все готовы к этому быстрому сдвигу, который все равно придется делать, но тем не менее слишком быстрый сдвиг в сторону чуть больше социализма, это в общем в американском обществе может вызывать определенные отторжения. Поэтому у кандидатов левого крыла сегодня инициатива, но не факт, что они вот легко выиграют с такими взглядами на общенациональных выборах. Несколько слов, собственно говоря, о том, что там происходит. Вот буквально последний опрос по поводу рейтинга кандидатов, которые участвуют в праймериз Демократической партии. И вот видно, что, вот вы сейчас увидите его на экране, видно, что главный кандидат центристов Джо Байден лидирует, но в спину ему дышат вот 2 представителя вот этого самого левого крыла. Это Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, которые на их стороне инициатива, энергетика, поддержка такой, левацкой молодежи, да. И, в общем, вот я думаю, что это будет довольно драматическое зрелище, борьба вот этих 2 крыльев. К сожалению, я хотел отдельно сказать вот о чем. Вот обратите внимание, вы видели 3 таких фронтраннеров, кандидатов, которые лидируют в списке: Байден, Сандерс и Уоррен. Вообще, мне кажется, взгляд из России, да, что они все-таки представляют немножко не то политическое поколение, которое сегодня нужно
когда есть необходимость бороться с какими-то очень резкими новыми глобальными и внутриамериканскими вызовами. Вот посмотрите, Берни Сандерсу 78 лет, Джо Байдену 77, Элизабет Уоррен на их фоне просто девочка, ей 70. Да? Ну, сразу вспоминаешь, что вспоминаешь? Нет, ну вот прям не так уж совсем, дорогие режиссеры, уберите вот это с экрана, да. Но, кстати говоря, между прочим, Брежневу было в 1976 году всего 70 лет. Посмотрите на американцев, сейчас 70 лет и заканчиваете бухать, да. Но надо сказать, что все-таки вот то, что доминирует сейчас у демократов, вот это вот уже уходящее политическое поколение, они нормально себя чувствуют, они в целом в хорошей форме, но мне кажется, что вот это поколение уже не настолько ловит быстро меняющиеся глобальные тренды. Здесь нужен какой-то Макрон, или Обама, или Билл Клинтон, скорее, чем поколение, которому за 70. Но здесь, ну что можно сказать, в политике есть такое божество, как пиар-раскрутка. Большинству людей, просто сложно тратить время на то, чтобы постоянно за политическими перипетиями следить. Они вот знают там несколько фамилий. Какая-нибудь там бабушка из деревни, а что, я завжди голосовала за Юлию Володимировну. Да? И вот эту Юлию Володимировну 20 лет не получается, значит, из политики выковырять, потому что все бабушки из деревень за нее привыкли голосовать. Ну, здесь похожая ситуация. Ну, кого знают избиратели? Клинтон, Обама, Байден. Да? Ну, вот сейчас Сандерс появился. Ну, вот появился Уоррен. Да? Элизабет Уоррен, кстати, довольно давно ходила в потенциальных кандидатках в президенты. И вот это, конечно, большая проблема, потому что мы видим, что среди дальнейших кандидатов, у которых рейтинг невысокий, есть те, кто действительно может быть и помоложе, и перспективнее в политическом плане, и поэнергичнее, и у него более здоровая центристская повестка. Например, вот я не скрываю своих симпатий к сенатору из Калифорнии Камале Харрис, которая долгое время шла вот, условно, 3-й и 4-й в этой гонке, сейчас немножко сдала позиции. Ну вот был бы отличный кандидат, ей, по-моему, там 54 года, и она, кстати, очень здорово себя проявила на разных слушаниях в Сенате по кандидатурам Трампа на верховных судей и на прокурора, где прям, как говорят, она выглядела presidential, да, то есть она действительно показывала себя грамотным человеком, который готов серьезные рычаги управления на себя брать. Но вот видите как, вся вот такая центристская тусовка, она голосует за Байдена как на такую проверенную лошадь, которая очень раскручена, имя его известно, значит, он, скорее всего, выиграет, да. А вот эта вот такая левацкая часть, у нее есть свои кумиры, у нее есть Берни, у нее есть Уоррен. Вот, кстати, Александрия Оказио-Кортес недавно поддержала Берни Сандерса на президентских выборах. Таким образом, там есть еще пара кандидатов, там Пит Бутиджич, мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, или вот Бето О'Рурк, бывший конгрессмен. Это, в принципе, такие перспективные, интересные политики. Я сейчас не буду вам о них много рассказывать, потому что у них нет, скорее всего, шансов выиграть демократические праймерис, вот как вы видите на экране, исходя из действующих рейтингов. Поэтому все-таки мы возвращаемся к этой большой тройке. Нет, вот политбюро советское уберите с экрана. Большая тройка – это Байден, Уоррен и Сандерс. И, скорее всего, здесь приходится ожидать, что основная схватка будет все-таки между Джо Байденом и Элизабет Уоррен, потому что Берни Сандерс, давно были серьезные опасения по его здоровью, и он недавно перенес инфаркт, что его компания вынуждена была признать. Поэтому, скорее всего, вот с учетом этих опасений по поводу здоровья Берни и того, что все-таки он немножко, мне кажется, выгорел и на предыдущей кампании, и сейчас у него он не так пышет энтузиазмом, как раньше, я думаю, что все-таки у Элизабет Уоррен больше шансы. Таким образом, скорее всего, мы увидим противостояние между Джо Байденом и Элизабет Уоррен. И хорошо ли это? Вот являются ли это лучшими кандидатами для того, чтобы бороться с Дональдом Трампом на выборах? Честно говоря, вот с моей точки зрения, не очень. Потому что Джо Байден, он, как говорится, хороший парень, сидел с 1972 года в Сенате. Но это, в общем, не профессия. То есть у него, если бы у него были возможности и способности действительно показать себя лидером, он же тоже участвовал и в президентских праймерис, там, в разные лохматые годы, да, то мы бы уже к 77 годам знали, что у него есть президентский потенциал. Ну, давайте откровенно говорить, он просто идет на этот пост, потому что он бывший
вице-президент и ближайший соратник Барака Обамы, и вот такой, условно говоря, преемник. Как у Билла Клинтона был Альберт Гор, да, но едва ли это самый хороший критерий сейчас, в нынешнее время, когда нужна энергия, когда нужна какая-то серьезная политическая идея. И, конечно, надо сказать, что республиканцы будут раскручивать против Джо Байдена вот этот вот скандал с участием его сына в совете директоров украинской газовой компании «Бурисма». Не будем вдаваться в детали. Там надо подчеркнуть, что сын Байдена там ничего плохого не делал. Он просто сидел в борде этой компании и хлопал глазками. Как обычно, вот такие свадебные генералы, приглашенные в бордах, такая политическая крыша, сидит и хлопает там ресничками. Да. Ничего, никаких там, ни в какой коррупции он реально не был замешан. Но вот республиканцы работают на такой эффект, что типа ложки нашлись, а осадок остался, нет дыма без огня, и все вот это вот знаете. Но здесь я хотел, конечно, сказать вот какой момент. Уважаемые мои американские друзья, ну что же вы делаете, да? Вы вообще представляете себе, в какую компанию сын Джо Байдена пошел работать? К кому он пошел работать? Вот посмотрите на это рыло, которое вы сейчас видите на экране. Приятный мальчик, да? Знаете, кто это такой? Это вот хозяин, владелец компании «Бурисма» газовой Микола Злачевский, который, ой, как странно, он был министром природных ресурсов при Януковиче, и вдруг оказался владельцем лицензии на газодобычу и владельцем крупнейшей газодобывающей компании. Ну надо же, какое совпадение, да? Вот я думаю, что русские зрители, которые сейчас это смотрят, они с таким много раз сталкивались. Так вообще бывает в отсталых коррумпированных странах третьего мира. Но, кстати, Злачевский еще, когда в Украине случился Майдан, и Янукович сбежал, знаете, кем был Злачевский? Злачевский был заместителем секретаря Совета Безопасности у Януковича. Понятное дело, что он во многом пригласил к себе сына Байдена работать, чтобы создать себе крышу, и его не трогали. Кстати, когда говорят, что сын Байдена работал в этой газовой компании для того, чтобы ей украинцы давали какие-то преференции, вот ничего подобного, потому что он пришел туда работать в мае 2014 года, а правительство Арсения Яценюка тогда ввело против независимых газодобытчиков очень серьезные повышенные налоги. То есть хуже им сделал. И там был большой скандал на эту тему. Поэтому, конечно, никак нельзя говорить, что присутствие Байдена как-то помогало там решать какие-то вопросы. Нет. Конечно, никакой коррупции там не было. Но, глядя на Миколу Злачевского, мне не кажется, что было пойти к нему работать. Для участников семьи Байдена это было хорошее решение. Ну ладно, как вот мы видим, кстати, по этому опросу, вы видите, что вот эта атака со стороны Трампа на Байдена и попытка повлиять на Украину, чтобы та дала какой-то там псевдокомпромат на Байдена, она привела к росту рейтинга Байдена, он укрепил свои позиции на праймерис, то есть избиратели его еще стали больше любить после вот этих попыток каким-то образом накопать на него грязь. Но все равно вот просто нота бене такая для американских друзей, пожалуйста, когда вы идете работать в какие-то восточноевропейские компании, ну хоть смотрите, к кому вы идете. Потому что, конечно, эта история, на мой взгляд, леденящая кровь. Ну, не знаю, насколько все эти истории нанесут Байдену ущерб, но вот бизнес все-таки сейчас оценивает преимущественные шансы на номинацию, именно на то, чтобы участвовать в выборах как кандидат от Демократической партии Элизабет Уоррен, у которой все-таки нет никакого шлейфа каких-то скандалов. Она реально честный политик. И которая, на мой взгляд, она очень энергично набирала поддержку в последние месяцы. Она идет по восходящему тренду. И у нее есть все шансы, когда вот Берни Сандерс ослабел, возникли проблемы со здоровьем, у Элизабет Уоррен есть шансы консолидировать поддержку вот этого так называемого условно левого социалистического избирателя. Возможно, если Джо Байден откровенно будет себя вот дальше показывать таким, ну, где-то никаким кандидатом, просто вот таким формальным артефактом, оставшимся от президентства Обамы, у Лиз Уоррен действительно есть большие шансы на номинацию. Хорошо ли это? Вы знаете, это вызывает такую большую тревогу у всех, кто озабочен возможностью переизбрания Дональда Трампа на второй срок. Потому что вот Элизабет Уоррен – это кандидат, который реально может сдвинуть Демократическую партию и ее президентскую кампанию слишком влево, в гораздо большей степени влево, чем Америка готова это переварить. И независимые избиратели, собственно, вопрос идет об их поддержке.
о том, что кому они переметнутся в 2020 году и, в общем, сделают его новым хозяином Белого дома или старым новым хозяином. Да? Вот вопрос в этом. И здесь, возможно, слишком много левой политики, это будет хуже. Честно сказать, вот я не могу о Лиз Уоррен там говорить плохо. Надо сказать, у нее есть серьезное достоинство. Она такой политик-визионер. У нее, в отличие от многих американских политиков, которые, ну, и наших тоже, которые перед выборами начинают думать, а что бы нам такое избирателю предложить. У Лиз Уоррен есть давно сформированное очень четкое видение, какую политику она хочет проводить в самых разных сферах. Но надо сказать, что все ее идеи, они довольно рисковатые для Америки. Ну, все что угодно. Вот она, например, поддерживает Medicare for All, короче говоря, бесплатную медицину. В таких масштабах, каких Америке и не снилось. Да? Она поддерживает списание всего долга по образовательным кредитам для студентов. Она поддерживает вместе с Берни Сандерсом, немножко разные у них идеи, но они поддерживают идею налога на сверхбогатых, на состояние выше 50 миллионов долларов. Считаю, что эти состояния должны облагаться очень серьезным налогом. У нее есть целая программа, она сторонница разукрупнения и жесткого регулирования крупных интернет-гигантов, таких как Facebook, Google или Amazon. Компании со стоимостью больше 25 миллиардов долларов она хочет сделать такими регулируемыми публичными площадками, которые будут просто представлять инфраструктуру и лишены будут возможности формировать контент. У нее из-за этого начинается война с Facebook. Вот глава Facebook Марк Цукерберг, недавно СМИ опубликовали аудиозапись его, ну, не знаю, насколько секретных, ну, таких закрытых переговоров с собственными сотрудниками Facebook, где он сказал, что Warren presidency would suck. Если Элизабет Уоррен станет президентом, то для Facebook это переводите сами, да? Смысл в том, что Фейсбуку придется вести войну юридическую с правительством США против принудительного разделения и планов жесткого регулирования, которые Элизабет Уоррен продвигает. Вот, на мой взгляд, это, кстати, совершенно не бессмысленная, правильная постановка вопроса, что избыточная рыночная власть крупных IT-гигантов – это не очень хорошее дело. И власти должны в это дело как-то вмешиваться и регулировать. И Уоррен приводит очень хорошую аналогию с разделением 100 лет назад рокфеллеровской нефтяной монополии Standard Oil. Это очень сильно пошло на пользу американской экономике. И наоборот, во вред пошло бы, если бы Рокфеллер свою вот эту американскую Роснефть сохранил и упрочил. То есть здесь надо что-то делать. Но вот что я могу сказать, в частности, с моим опытом госслужбы. И здесь очень важно понимать, что ты не можешь вести слишком много войн сразу. То есть вот давайте просто пройдемся еще раз по всем пунктам. То есть Элизабет Уоррен хочет вести войну с богатыми, вести войну с крупными IT-гигантами, вести войну за бесплатную медицину, которая, ну, по сути дела, будет таким новым налогом. Очень многие избиратели не будут хотят его платить. Ввести войну с банками на списание кредитов студентам и так далее. Вот, откровенно говоря, выдержит ли она? Возьмет ли она вот этот вес? Да? И не получится ли так, что против нее, даже если она вот будет избрана, сложится слишком сильная и большая коалиция, которая здорово ослабит ее президентство. И придется вести вот эту борьбу на много фронтов. Готова ли она к этому? Не факт. Вот здесь мы получаем, к сожалению, такую ситуацию, когда вроде у демократов благоприятная история, рейтинг поддержки, одобрения Трампа практически никогда не переходил за 50. Демократы по всем параметрам могут выиграть эти выборы и вернуть Штаты на траекторию мирового лидерства в строительстве современного цивилизованного демократического миропорядка. Вместо вот этой хулиганской стилистики и обнимашек с диктаторами, которые насаждает Трамп, все это возможно. Но, как мы видим, пул кандидатов, которые у них сегодня есть, вряд ли прям вот является самым лучшим с точки зрения того, чтобы дать Трампу хороший бой и дать Америке такого серьезного, нового, энергичного лидера-визионера, который что-то делал бы в мире, ну вот как Эммануэль Макрон, новый французский лидер. Надо сказать, он очень энергично себя ведет в Европе, фактически формирует, задает новую форму развития европейского континента. Это здорово, это того, что Европе не хватало. Но сейчас этого тоже не хватает Америке и, в частности, демократической партии. А те лидеры праймерис, которые мы видим, ну, это, знаете, вот голосование за них возможно, ну, вот как в старой шутке.
Ирина Хакамада не хочется, а надо. Был такой шуточный лозунг, когда Хакамада выдвигалась 15 лет назад в президенты. Да? А, к сожалению, вот это вынужденное голосование и дефицит энтузиазма может повторить эффект Клинтон 2016 года, когда, в общем, все понимали, что надо за него голосовать, но не очень хотели, и многие не пошли, и не проголосовали, и выиграл Трамп. Этот сценарий очень возможен, с учетом того, что республиканская партия, как мы видим, настроена, ну, реально быть такой американской единой Россией. Кстати, вот вы сейчас видите на экране скриншот, как только Путин стал президентом, он сразу отправил делегацию своей партии «Единство», которая потом стала «Единой Россией», во главе с Борисом Грызловым. Куда он ее отправил? На съезд республиканской партии, которая тогда в 2000 году выдвинула Джорджа Буша-младшего в президенты. Поэтому рыбак рыбака видит издалека. Да? Так вот, республиканцы очень сильно мобилизуются, конечно. Будут всякие новые попытки дискредитировать демократических кандидатов и так далее. Нужен сильный, энергичный кандидат из нового поколения. Я не вижу таких в тройке лидеров американских демократических праймерис. Ну, будем следить дальше за этой ситуацией и пожелаем нашим американским друзьям всего самого лучшего. Конечно, знаете, у всех бывают свои, то, что называется, критические дни. Ну, Америка долго несла бремя мирового лидерства и противостояния тоталитарной коммунистической системе. Ну, неудивительно, что вот через какое-то время под грузом внутренних проблем это все немножко надломилось, и у них какие-то свои трудности. Давайте не будем их ругать за это. Понадеемся, что они смогут вот из этой, ну, довольно кризисной политической ситуации, которая у них сегодня есть, благополучно выйти. Будем следить за тем, что у них происходит на выборах. Пока, к сожалению, что мы видим? Вот то, что вы видите сейчас на экране, это скриншот публикации очень консервативного вашингтонского think-танка, исследовательского центра анализа европейской политики, который, в принципе, за Трампа, за республиканцев. Но вот он пишет, что Америка теряет лидерство и уступает России. Это связано вот с последней драмой, которая разворачивается на северо-востоке Сирии, где курды, курдский народ, который всегда был союзником американцев в самые тяжелые времена, верным союзником, хорошим союзником, который на северо-востоке Сирии создал фактически функционирующее демократическое государство, хотя никем не признано, но нормальное демократическое государство для Ближнего Востока – это уникальная история. И вот американцы сейчас их предали, вывели войска, и сейчас их атакуют и убивают турецкие войска. И Америка смотрит на это, что типа мы здесь ни при чем. Как Трамп сказал, детишки в песочнице возятся. Вот то, что вы видите сейчас на экране, к сожалению, очень тяжелые и неприятные кадры, как курды бросают камни в отходящую американскую военную технику и кричат про американцев предателей «Fuck America». Вот, к сожалению, в общем, мы дошли до такой ситуации, когда Америка под руководством Трампа бросает своих демократических союзников, которые верно помогали бороться с терроризмом, с деспотией, и отдает их на растерзание, тем самым деспотиям и террористам. И делает вид, что все нормально. Будем надеяться, что президентские выборы в США в 2020 году помогут исправить эту ситуацию, хотя, как я вам сегодня рассказал, ситуация довольно сложная. Мы в следующем выпуске переключимся с Америки на Европу и поговорим, конечно, про Brexit. А я напоминаю, что мы просим вас придумать для нашей передачи название. Шлите свои варианты. С вами был Владимир Милов. Увидимся и подписывайтесь на мой канал.